Всем привет! Сегодня приготовим горячие бутерброды. Приготовление очень простое и быстрое. Такие бутерброды прекрасно подойдут на завтрак к чаю или на обед к супу. В миску разбиваем 2 яйца. Кладем 1-2 столовых ложки майонеза или сметаны. Немного солим. Все перемешиваем венчиком до однородности. Лук нарезаем мелкими кубиками. Понадобится 1 небольшая луковица. Также можно использовать зеленый лук. Сыр трем на крупной терке. Понадобится 100 грамм сыра. Я использую голландский сыр. Нарезанный лук насыпаем в миску к яйцам. Сюда же добавляем тертый сыр. Добавляем 1 чайную ложку сухих итальянских трав и 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Начинка готова. На сковороду наливаем растительное масло. Подготовленную начинку выкладываем на ломтик батона или хлеба. Сразу же кладем на разогретую сковороду начинкой вниз. Так заполняем всю сковороду. Жарим хлеб с одной стороны примерно 2-3 минуты до золотистой хрустящей корочки. Готовые бутерброды снимаем со сковороды. Сразу же начиняем и кладем 2-ю порцию бутербродов. Из этого количества ингредиентов для начинки у меня получилось 11 бутербродов на нарезном батоне. Бутерброды сразу же подаем на стол. Горячие бутерброды получились очень вкусными и сытными. Готовится просто и получается всегда. Такие бутерброды прекрасно подходят к чаю или супу. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Также у меня на канале есть и другие рецепты бутербродов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим бутерброды с грибами, очень вкусные, ароматные и сытные. Шампиньоны моем и нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 200 грамм грибов. Одну луковицу нарезаем кубиками. – 100 грамм свиной грудинки тоже нарезаем кубиками. Я использую копченую грудинку, но можно взять любую. На горячую сковороду высыпаем подготовленные грибы. Готовим на большом огне до испарения жидкости. Когда лишняя жидкость из грибов испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Жарим грибы с луком примерно 3-4 минуты. Сюда же в сковороду добавляем нарезанный кубиками бекон. Перемешиваем и обжариваем еще 2-3 минуты. В конце приготовления все солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Снимаем с огня и даем немного остыть. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем уже остывшие шампиньоны с беконом. Насыпаем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 12 бутербродов. Все выкладываем на противень от духовки.
Бутерброды ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем 10-15 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с грибами получились очень вкусными и сытными. Хрустящий хлеб отлично сочетается с грибами и беконом. Сыр плавится и держит всю начинку, чтобы она не падала. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьими приготовим не совсем обычные и очень вкусные бутерброды. Тем, кто любит сладко-соленое сочетание в еде, они точно понравятся. Сначала подготовим ингредиенты. Берем кусочек буженины весом около 200 грамм и разрезаем его пополам. Каждую половинку нарезаем тонкими пластинками. Вместо буженины можно использовать ветчину или колбасу. Консервированные ананасы нарезаем небольшими кусочками. Я взяла уже нарезанные ананасы, но кусочки слишком большие, поэтому я их режу на более мелкие кубики. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем бутерброды. Ломтики батона выкладываем на противень от духовки. На каждый кусочек батона кладем нарезанную буженину. Сверху выкладываем кусочки ананаса. Наносим небольшое количество майонеза. Сверху все посыпаем тертым сыром. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 18 бутербродов. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5-8 минут, пока не расплавится сыр. Бутерброды готовы. Их лучше подавать в теплом виде, хотя и в холодном они тоже очень вкусные. Бутерброды с ветчиной и ананасами получились необычными и вкусными. Готовятся несложно и достаточно быстро. Такие бутерброды точно захочет попробовать каждый. Четвертыми приготовим бутерброды со шпротами. Это простое и очень вкусное блюдо. Хрустящий хлеб, пикантный соус, сочный помидор и ароматные шпроты. Такие бутерброды никого не оставят равнодушными. 80 грамм сыра трем на мелкой терке. 2-3 помидора среднего размера нарезаем пластинками. Берем примерно 80 грамм майонеза и добавляем к нему 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем. Складываем бутерброды. Ломтик батона смазываем подготовленным майонезом с чесноком. На каждый кусочек выкладываем кружочки помидора. Если помидоры небольшие, то кладем по 2 кружочка. На помидоры кладем по 2 рыбки. Для 12 бутербродов понадобится 2 160-граммовые баночки шпротов. Сверху все посыпаем тертым сыром. Бутерброды перекладываем в форму для запекания или на противень. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Горячие бутерброды перекладываем на блюдо и украшаем зеленью. Я украсила небольшими веточками укропа. Подаем на стол. Бутерброды со шпротами получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо не раз выручит хозяйку, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и вкусное. Из этого количества ингредиентов получается 12 бутербродов.